Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня, друзья, поиграем в игру Skyweaver. Это карточная игра на блокчейне. Будем играть в режим Discovery. Это где нам будет доставаться рандомная колода, как и нашему сопернику. И будем изучать как раз таки тем самым карты в большом количестве, которые нам будет предлагать сама игра. Потому что этот режим подразумевает то, что это будет не сбалансированная наша дека, да, которую мы будем сами для себя выбирать. В режиме Constructed это Discovery. Система рейтингов здесь, как вы видите, такая же. Сейчас у меня второй рейтинг, потом будет, если я еще одержу 6 побед, будет следующий, это Школяр. И пока винрейт 55%, на самом деле оставляет желать лучшего. Но мне кажется, это сказывается все-таки непонимание пока именно вот концепции этой карточной игры и плохое знание вообще карт, которые имеются. Просто почему именно плохое понимание механик игры, потому что я играл много карточных игр. Это и самый Hearthstone, Gwent, Runeterra, Magic the Gathering. В каждой из них есть примерно похожие концепции. Можно где-то даже задоминировать противника в первые ходы, там в первые 4 хода. Здесь пока такого я не наблюдаю, вот честно вам скажу, потому что партии всегда затягиваются почти под самый конец карт. И здесь вот эта механика пока неизведанная для меня. Может быть, как-то неправильно играю, но сейчас, друзья, будем все это дело анализировать. Игра нашлась довольно-таки быстро, наверное, где-то минута, может быть, полторы максимум. Вечером вот, на моей памяти игры искались еще быстрее. У нашего соперника рейтинг предыдущий, то есть самый первый базовый, 3 победы имеются. Наверное, это хорошо, потому что, по идее, должен быть он неопытный. Но кто знает, да, может быть, это какой-то именно задрот в констракторе, кто знает. Так, возьмем мутацию. Возьмем первый дроп. Гемини 6-6. Ну, конечно, выглядит серьезно. Но это такое. Давайте возьмем баннер. Ну и что по стартам дропам, да? То есть, видите, вот небольшая просадка. Давайте Тимбера еще доберем. То есть, пока у нас ранней игры особо нет никакой. Но посмотрим, чем нас будет удивлять наш соперник. Есть существо 2-1. Хорошее существо, без армора. То есть, под трейд, самое то. Есть тут 1-3, есть Гуард. Давайте поставим Гуарда, да, то есть по мане кривой сыграем. Здесь просто атакуем. За монопод я не буду юзать, да, дополнительно, чтобы призвать Иви. Может быть, это укрепило бы нас на столе. Но вот, как я и говорил, игра такого плана, друзья, то что здесь вот в первые ходы не получается прям задоминировать настолько, чтобы нашего оппонента просто стереть, не дав ему никаких шансов. Так, 4-4. После смерти наносит еще урон рандомно. Неприятно. Есть баннер. Можем, конечно, тоже поставить 4-4 с баннером, да, то есть больше будет урона. И дальше, тут видите, стражник стоит, конечно, не разменяться. Можем, в принципе, уменьшить его характеристики, но я думаю, делать это тоже не будем. Просто пропустим и посмотрим, что наш соперник будет делать далее. Есть обилка у существ, то есть некоторые существа обладают тоже встроенными обилками. Обилки стоят ману, поэтому вначале их разыгрывать довольно-таки проблематично, особенно когда они имеют такой перегруз. Кстати, можем мы здесь использовать мутейт потом, да. Есть баннер. Ну, баннер нас не пугает, то есть он и так бы трейдился. То есть может сейчас спокойно здесь разменяться. Единственное, что это существо получит потом по статам 3-3, потому что здесь такая механика. Механика именно когтей. Вот этих, видите, розовым подсвечено. У него одна атака, то есть он уменьшает параметры на 1-1. Плюс еще после смерти вот корни активировались, и эти существа теперь не смогут атаковать. За одну ману придется здесь, конечно, снимать, чтобы она могла атаковать потом в следующий ход. Иначе мы так и будем скипать. 2 урона по всем. Интересно, конечно, может быть, да, умение, но а стоит ли оно того? Можем, на самом деле, здесь просто вот так убить, да. Призовем еще Иви.
Конечно, много урона получила, но что делать? Неприятно то, что у этого паука есть лайфстил, поэтому каждый урон будет восполнять здоровье нашему сопернику. Есть массовый урон на 2, есть баннер, есть Тимбер. Тимбер при смерти будет еще наносить урон у нас, по-моему, правому существу самому. Сам по себе довольно-таки плотный, да, Тимбер. 2-5, ну, неплохо. Можем подхиляться за счет этого. Закидывается молния полностью на всю стоимость, убивается на слабое существо, ну и бог с ним, да, почему нет. Так, давайте здесь вот так сделаем. Ударю, друзья, то есть, чтобы можно было потом разменяться. Почему нет? Призывается у нас здесь Аркана Рейн, а точнее Аркан Арей. Кастус, Малтенус, Гемини, то есть, вот, да, можно посмотреть, какие карты у нас присутствуют. То есть, да, вот это выгодно делать на первых порах, то есть смотреть, да, допустим, а какая у нас дека? Late game дека, mid game дека, то есть, чтобы понимать вообще, что делать дальше. Потому что поначалу, да, когда ты не знаешь, что у тебя за колода, снимаются руты, тратятся 3 маны, но, мне кажется, не самое крутое. Единственная проблема, то, что когда это существо умрет, оно еще 2 урона вносит рандомному существу, это, конечно, неприятно. Здесь лайфстил, подхиливаем нашего героя, очень неплохо. 4 урона по всем, ну что это нам дает? Да, в принципе, ничего, друзья. Так, давайте делаем вот так вот. Подхилим. Призываем тут зомби, друзья. Следующий вызов зомби у нас уже будет стоить чуть подороже. Давайте еще подхиляемся. Убьем баннер. То есть пока, видите, мы можем так на самом деле заспамивать существ, да, призывать по 3, пока нам обилочка не поменяется. Хорошая обилка, потому что если карта закончится, мы будем просто спамить этих зомбаков. На следующий ход мы можем, кстати, вызвать уже 2 зомбаков, то есть 3 и 4. Закидывается АОЕка, ну и бог с ним, в принципе, да, почему нет, очень много урона он получает, хороший отхил у нас имеется за счет этого. Все пока неплохо, все пока очень неплохо. Единственное то, что здесь можем, конечно, да, убрать горелку, но пускай лучше, наверное, дровнятся карты. То есть, в принципе, почему нет? Так, умирает существо. Получаем карту. Здесь давайте, тут, кстати... Ну, 2 урона, да, 2 урона нам особо погода не играет. Можем, конечно, вызывать зомбаков. Так, давайте подумаем, да, что лучше нам здесь. Ну, зомбаков... Так, после смерти у нас обилка будет... после смерти этого существа обилка у нас поменяется. Ну и бог с ним, друзья. Так, мы тут намулиганили целую кучу карт. Просто бьем. Билка неплохая была. То есть можно было ставить большое количество зомби. Но, как вы понимаете, единственная проблема этой билки... то, что мы тратим просто нашу ману. У нас пока большое количество существ, поэтому... Мне кажется, это не имело смысла, да, ее оставлять, поэтому поменяли спокойно. Почему нет? И будем сейчас как-то пытаться отыгрывать. Так, пошли за бафы. То есть, видите, вот то же самое. Будет баф, да, плюс 1-1. За счет использования можно еще там будет закинуть. Здесь неприятная хекс. Если не снимем, да, 6 урона залетит по нам. Но мы, конечно, просто потрейдимся, поэтому тут снимать не будем. Пытается он убить наше существо. Хитро разменивается, то есть не, да, не именно существо в существо. Ну и бог с ним, да, мы сами разменяемся. Не проблема. Получаем здесь как раз таки часы.
Так, давайте на часы сразу активируем, друзья. Посмотрим, что выпадет нам. Так, есть забав, да, интересно. Так, давайте призываем. Сразу используем мобилку, добираем еще одну карту. Тут мы просто сначала бьем так, потом добираем существо. И, в принципе, вот, да, у меня много карт. Правда, я деку так уже прошерстил довольно-таки весомо. Можем потом Кастуса вызвать. Плюс у нас есть забав неплохой на 3-3. С шилдами, то есть здесь все так. Тут возрождение Феникса. Возродил он Гриф Скаута, но боимся ли мы Гриф Скаута? Я думаю, конечно же, нет. Идет забав. Все равно тут идет под трейд слишком легко. Давайте вызывать, наверное, Кастуса. Будем как-то пытаться прессить стол. Поехали, вызываем его. Здесь забираем. Так, это мой баннер, да? Могли тут поменять обилку, но обилку мы менять пока не будем. Давайте, ну, тут закинуть нельзя, к сожалению. На столе у нас 7 урона, друзья. Вот мне нравится, да, то, что вот игра пока вот тяжела для освоения, но когда мы наводим на карту на существо, либо на свое существо, мы видим уже, что произойдет. Так, неприятно. Что это тут такое заюзал? Что за карта? Давайте посмотрим. Убийство существа. Классная карта за 2 маны. Убили Кастуса просто как щепку его так просто. Раз и нет Кастуса. Ну ладно, и бог с ним. Так, идет забаф. Так, можем, кстати, тут еще забафаться, да? Ну давайте забафаемся прям по-плотному. Все прям очень жестко сейчас идет, друзья. 7-7 с шилдом. Называется «Попробуй и разберись». Плюс еще баннер есть. Тут ему надо, чтобы атаковать, надо снимать блайнд. Это 5 маны. Ну, атаковать тут, понятное дело, смысла, наверное, мало. Так, вот это что-то интересное уже. 6-9. Неприятно. Так, а что у нас тут есть вообще? У нас много магии. Сейчас, наверное, будем заплевывать это все дело. Правда, у нас еще шилд есть, да, может быть и шилд просто разобьем спокойненько, потом АУЕХа добьем на 2, почему нет? То есть, видите, 0 урона получаем, потому что у нас есть шилд. То есть шилд раз слетел. Дальше 2 урона вносим. Добиваем этого Кастуса. Так, вот это уже интересно. А давайте вставим сейчас тут такие прям плотненькие карты. Вот это мне нравится, когда заходят Малтенусы и все подряд. Вот эта вся движ, которая прям вносит нереальное количество урона. 15 уже здесь, 17-19 на столе, друзья. Если он не сможет что-то с этим сделать, то у него огромные проблемы. Как я уже говорил, игра не быстрая. То есть это плюс и минус этого проекта, потому что на мобилке, наверное, тяжеловато будет играть в нее, вот скажу честно, свое ощущение, потому что быстрые партии тут пока не вижу, их не видел, даже не представляю, как это будет, потому что соперники ходят долго, как бы ты сам ходишь не быстро, потому что вообще не понимаешь, что там у тебя планы карт делают. То есть, может быть, это на первых порах, дальше будет проще, узнаем уже, я думаю, совсем скоро. Так. Есть стражник, да, то есть там сейчас что? Хотя, в принципе, на так хватает, да, 15. Сейчас просто добьем и можем в лицо пробить. Либо что-то придумать здесь, да, по-другому. В принципе, тут есть урон, да, 4 урона. Ну, вот главное, чтобы он ходил быстрее. Но он не хочет ходить быстрее. Тут, конечно, вот видите, существа падают его сами. И давайте просто бьем раз, бьем 2, и герой добивает. Такая вот победа довольно-таки простая получилась. Но мне кажется, наш соперник все-таки был немножко более неопытный. Заработали 1 поинт, еще нам 5 побед сделать, и мы можем дальше прорваться. То есть чуть-чуть сейчас подогнали свой винрейт, друзья. В принципе, вот мне нравится сама стилистика игры, но, как я уже говорил, здесь все-таки слишком долго пока бои идут. Может быть, на опыте дальше будет проще, не знаю, посмотрим.
Надеюсь, вам, друзья, видео понравилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и, конечно же, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч!